Всем доброй ночи, друзья мои. Вот уже сколько дней собираюсь снять этот ритуал, и как-то никак не получается то одно, то второе. Много СМС, большой поток людей, и не доберусь никогда этих работ, а я понимаю, что эти работы очень нужны сейчас. Итак, в наше тревожное время, да и вообще в любое время требуется защита для семьи. Эту защиту может провести старшая женщина в семье, либо бабушка, либо мать. Для этого вам понадобятся фотографии, распечатывайте фотографии членов вашей семьи, отдельные фотографии, не вместе. Фотографии, которые хотя бы не годовой давности, то есть год, ну вот где-то год должен пройти от момента, когда вы сфотографировались. Или свежие фотографии, конечно, приветствуются. Эти фотографии должны быть следующего качества. Человек должен быть сфотографирован во весь рост. Ну, попросите своих близких, сейчас это нетрудно, на телефон сфотографировать каждого из них. Рядом не должно быть ни кошки, ни собаки. Не должны быть эти фотографии на фоне часов. На фоне часов вообще никогда не фотографируйтесь, останавливайте свою жизнь. Если есть такие фотографии, сожгите, уберите. Это не хорошие фотографии. Далее. Рядом никого не должно быть, кроме этого человека. Руки должны свободные быть, то есть они не должны перекрывать чакры. То есть он не должен держать крест-накрест или скрестив руки на груди. Человек должен быть во весь рост. Женщины желательно без косметики. Вот какие они есть. Итак, берете фотографии всей вашей семьи. Зажигайте одну свечу восковую, которая должна потом, после проведения ритуала, вы должны потушить и спрятать эту свечу. Потом еще раз это делать до того момента, пока свеча не закончится. Закончится, значит, догорит, значит, просто выкидывайте без никаких ничего. Берете новую свечу. Итак, раз в неделю вам нужно взять сундук, такой маленький сундучок, красная материя, восковая свеча, желательно большая восковая свеча, то есть не тонкая, чтобы она долго горела. Далее. Раскладывайте фотографии на алтарь, на черную ткань. Зажигайте эту свечу. Этот ритуал можно провести во все дни, кроме субботы и понедельника. Разложите эти фотографии. Сколько в вашей семье людей, дети, невестки, внуки, внучки, одним словом, все. И читайте столько раз, сколько фотографий перед вами. Читайте этот заговор. После собирайте эти фотографии стопкой, складывайте и в красную материю. Прячьте в сундуке. Свечку эту нужно потушить, но не кладите эту свечку в сундук, а рядом положите, где вы спрячете. Уберите. Никому не показывайте, никому не говорите. Если хотите посоветовать, можете посоветовать этот ритуал, но вы не говорите, как вы проводили. Если скажут, спросят у вас, а ты проводила, можете ответить уклончиво. Но если бы я не знала, что это такое, я бы тебе не посоветовала. Что-то в этом роде.
Или об этом говорить нельзя. Раз в неделю проводите на свою семью до того момента, пока опасность не минует полностью. Если вы живете в зоне конфликтов, например. Если вы переживаете за свою семью, можете просто проводить постоянно. Хотя бы раз в неделю должны провести в самые такие трудные моменты. И вашу семью обойдут экономический крах, всякие страшные моменты, всякие смертельные опасности, всякие супостаты, которые могут причинить вред вашей семье. И уж тем более, если вы находитесь на зоне конфликта, если вы находитесь в зоне боевых действий, если вы находитесь в таком месте, например, если поздно возвращаются ваши дети или работают в каких-то структурах, если ваш ребенок в армии служит и прочее, и прочее. Вы, как старший в семье, находясь в любом городе, в любой стране, берете, распечатываете фотографии ваших детей, внуков, снохи и так далее. Только своей семьи. Ни сватов, ни соседей, ни родственников, ни семьи сестры, вашей семьи. Вот вашей семьи кто? Вы, муж, ваши дети, внуки, снохи, зятя, все. Для их семьи они должны провести. Вот в чем вопрос. Сколько у вас детей, сколько у вас членов семьи, столько раз вы начитываете. Потом прячете это в красной материи, закрывайте этой красной материей и в сундук, и убирайте. Тушите свечу, и свечу кладете рядом с сундуком. Проведите это, и никакие опасности вашей семьи не коснутся. Итак, заговор. Говорите вначале. Читаю для... Вот их имена перечисляйте. Ивана, Мария, Андрея, Сергея и так далее. Все имена ваших родных. Читаю за такого, 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 такого и такого. Все имена. И начинайте читать. Не надо потом за каждого говорить, вот за него, за этого нет. Вы вначале называете их имена, а потом начитываете столько раз, сколько там у вас фотографий лежит на алтаре. Не говорите им, для них или ему, его, ничего. Вначале сказали имена и начитывайте. Ваша фотография должна быть? Нет. Вы автоматически начитываете для них и себе эту защиту ставите. Но ваша фотография там быть не должна. От вас идет эта защита, и вы под этой защитой, и ваша семья. Сталь, не вреди, а заступись. Веревка, не злодействуй, а перервись. Палки и камень, от рук супостата отвались. Небо и земля, не отвалитесь, а отвались, так правильно. Небо и земля, за нас заступись. Кто за нашей душой пришел, уйди, отступись. Я на вас надену кандалы святые, ножи и топоры, будьте тупые, пули в ружьях, станьте холостые. Боги, услышьте, боги, заступитесь, боги, помогите, вы всемогущие, от нас смерть отведите, а наши души сохраните, тела спасите, будьте благословенны, да будет так, истинно. В некоторых моментах в магии нужно говорить так, как вам рекомендуют, потому что есть определенный закон составления заговоров, древний стиль. И даже если где-то это кажется несовременным или не совсем литературным, это не имеет значения. Вы читаете так, как сказано. Это не случайно так составляется. Это не опечатка, это не ошибка. Просто объясняю, чтобы люди понимали, что есть язык магии. Надо следовать этим канонам. Сталь. Не вреди, а заступись. Веревка. Не злодействуй, а перервись. Палки и камень. От рук супостата отвались.
Небо и земля, за нас заступись. Кто за нашей душой пришел, уйди, отступись. Я на вас надену кандалы святые, ножи и топоры, будьте тупые. Пули в ружьях, станьте холостые. Боги, услышьте, боги, заступитесь, боги, помогите, вы всемогущие, от нас смерть отведите, а наши души сохраните, тела спасите, будьте благословенны. Да будет так, истинно. Сталь не вреди, а заступись. Веревка, не злодействуй, а перервись. Палки и камень от рук супостата отвались. Небо и земля, за нас заступись. Кто за нашей душой пришел, уйди, отступись. Я на вас надену кандалы святые, ножи и топоры, будьте тупые, пули в ружьях, станьте холостые. Боги, услышьте, боги, заступитесь, боги, помогите, вы всемогущие, от нас смерть отведите, а наши души сохраните, тела спасите, будьте благословенны. Да будет так, истинно. Не буду читать столько раз, поскольку я вам объяснила. Когда опасность минует, или если вы просто читаете, потому что тревога за родных и близких, просто начитывайте. Раз в месяц выносите под дерево вино, желательно полусладкое, хорошее вино. Не экономьте на жертве, на благодарности. Столько мелочи, о скольких людях вы начитали. Оставьте под деревом мелочь, кладите под дерево, немножко разлейте вина вокруг. Можете разлить все, если у вас маленькая бутыль, и забрать с собой, не засорять природу. И говорите: благодарю за защитную силу, за Сергея, Ивана, Марию и так далее. И за всех перечислите, за кого читали. Благословляю богов и низко кланяюсь. Говорите вы. Поворачивайтесь и говорите: откупаюсь, и уходите. Но это хотя бы иногда, как вспомните, носите туда и благодарите эти силы. Тех духов, которые приходят от богов для того, чтобы услышать и помочь вам. Вы же через силу богов хотите защитить свою семью. Вы и защитите, собственно говоря. Удачи вам. Просто следуйте моим рекомендациям, и все у вас будет хорошо, как всегда и было. И пусть вашу семью минуют эти трудности. Всем всего хорошего.